Катаколоне. Сейчас идем гулять. Поселок небольшой. Этот паровозик едет по поселку, но делает всего 2 остановки. Одну у винодельни и вторую возле пляжа. В общем, у них, у ребят, у этих в Олимпе 15 евро с человека, стоит 10 с ребенка. По 5 евро купили 2 сумочки. Проходим кукурузные поля. Осталось идти 5 минут. Мы ушли в эту сторону пляжа, здесь никого нет. Дно каменистое. Из круизного порта до этого места Агия Сан-Вес 2 километра 700 метров. Ну, если вы не хотите тратить деньги, можете пойти туда. Либо второй вариант, сделать как мы, пройти пешком вот сюда. Вот специально иду мимо и показываю вам, как вот здесь, когда народ выходит с паровозика. Я выскакивала на ходу из этого паровозика, потому что она бросила полотенце свое. Что-то тут боюсь. Не бойся, все хорошо. Шляпу держи. Раннее утро на круизном лайнере выглядит так. Возле бассейнов еще пусто, отдыхающие спят, и только солнце начинает вставать. Доброе утро. Мы подошли к берегам Корфу. Корфу – один из самых крупных греческих островов в Ионическом море. Взлетно-посадочная полоса острова настолько короткая и близкая к морю, что при посадке пассажиры приземляются практически на воду. Мы выходим в город. Мы сейчас на Корфу, в Киркире. Это столица острова. И я понимаю, что у нас за 6 часов это очень мало времени. Посмотреть особо мы ничего не успеем. Поэтому мы решили не париться и идем на пляж. Зайдем на пляж, поплаваем. Потом хотим пройтись по старому городу. Здесь очень много исторических достопримечательностей. Очень красивый центр. Очень красивый порт с яхтами. В общем, как пойдет. Очень красивый пляж, Палеокастриса называется. Я не знаю, попадем мы сегодня на него или нет. Туда ходят автобусы, но они ходят очень редко, раз в 2 часа. И у нас время ограничено, обратно можем не успеть вернуться. Вот, возможно, потом уже в следующий раз на него на машине катнем с Албании на Корфу паромом и объездим весь остров. А здесь сейчас собираются экскурсионные автобусы, и часть туристов нашего лайнера уезжает на экскурсии. У нас сегодня будет осмотр Киркиры, столицы, пешком. Местные называют Киркирой не только столицу, а и весь остров. На Корфу очень мягкий климат и плодородные почвы. Здесь находятся огромные апельсиновые, оливковые и кипарисовые рощи. Мы вышли из круизного порта и повернули налево. Идем по такой улице. Здесь очень много агентств. Билеты на паромы в Албанию продают. И прокат машин. Из круизного порта до старого города идти буквально, наверное, 2,5 километра, 20-30 минут. Мы как раз идем, сейчас движемся в ту сторону, зайдем на пляж. Пляж очень красивый, маленький, он под крепостью. Я вам потом оставлю вот здесь вот в уголочке локацию. Еще есть City Bus Tour, да, вот эти красные автобусы экскурсионные. Они стоят 22 евро с человека, со взрослого. И 12 евро с ребенка, стаи, Алиса бесплатно. Они делают 7 остановок, курсируют по всей Киркире. И можно выйти, побыть на одной локации, потом пересесть в следующий автобус, побыть на другой локации. И последний автобус возвращается к лайнеру круизному в 5 часов вечера. По пути нам встретилась детская площадка, но мы на нее с Алисой зайдем потом, когда будем возвращаться на лайнер. Буквально за 20 минут мы вышли в центр города Киркира. Здесь много старинных крепостей, большое количество музеев, узенькие улочки, магазинчики и таверны. Сейчас еще буквально 200 метров за этим желтым зданием начинается пляж, он под крепостью. А здесь вот такие вот подъемы тенистые. И потом, после того, как мы выйдем с пляжа, мы, конечно, погуляем по городу. Мы идем по набережной в сторону пляжа. И вот отсюда открывается вид на круизный порт и на наш лайнер. Его очень хорошо отсюда видно. Вот сейчас приближу. Жители острова – один из самых поющих в мире народов. Они поют повсюду, на работе и в кафе, на пляже и в магазинах.
Кантадос – веселые песни, придуманные на ходу. Мы дошли до этого пляжа, он здесь под нами, под крепостными стенами и буквально под старым городом. Он маленький, галечный, народу пока немного, ну а дальше посмотрим. Смотрю на этот пляжик сверху, и он мне нравится. Возможно, потому что еще утро, людей не так уж и много, и водичка чистенькая-чистенькая. Осторожно, здесь камешки. Водичка просто обалденная. Это Ионическое море. Ай, стой, держись. И отсюда с Корфу видно очень Саранду, Албанию, где мы каждое лето проводили раньше. Где жилет? Забыли жилет мы на лайнере. Классный пляжик, но с каждой минутой здесь становится больше и больше людей. Все спускаются. К обеду, наверное, здесь вообще будет аншлаг на этом маленьком кусочке песка. Этот маленький пляжик называется Фалераки. Греби ногами и руками. Тая держит ее за рубашку, Алису. Боже мой, Алиса, что у тебя с лицом? Греби, руками греби, руками греби. Чуть-чуть отошли. Отдыхаешь снова? Если выйти с этого пляжа Фалераки, где мы только что были, и пройти буквально 50 метров за стоянку, за парковку, здесь есть вот такое место с таверной, и тоже народ купается, спускается. А еще дальше, если пройти, там есть второй пляж, и там всегда меньше людей, потому что все падают на этом, на первом. Здесь с этих плит идут лестницы в море, и вот народ спускается и плавает. Удобно. Выход с пляжа приходит через этот туннель. Мы вышли в центр города старого. Музей азиатского искусства, и вообще в этом городе очень много музеев. Но мы в них не пойдем. Салис, ну с тобой только в музей Я бы ходить, пошла, да? но- С тобой только в музей. Мы вышли на улицу Листон. Это красивая пешеходная улица, которая раньше была открыта только для аристократов. Сейчас же по ней гуляет множество туристов. Здесь большое количество ресторанчиков и различных кафешек.
Сейчас по узкой улочке пройдемся к собору Святого Спиридона. Мы папе уже такую сову привозили с тобой. Тая вспомнила, что на Тенерифе, когда мы были, я вот такое платье так и не купила. Там оно 25 евро стоило, да? А здесь распродажа по 10. Вот я не пойму одного, почему всегда, когда мы гуляем по городу где-то, я обвешана пакетами, с едой, с булочками, водой, полотенцами пляжными. И все, у меня просто, я иду, нету сил это все тащить. Хочется взять и где-то все выбросить. Voglio sempre disturbare, tu a palle rock and roll, tu giochi. Мы зашли сейчас в собор Святого Спиридона, там снимать и фотографировать нельзя, и я вам об этом месте расскажу. Святой Спиридон Чудотворец является покровителем острова. Он исцелял тяжелобольных, помогал бедным и своими молитвами защищал остров от неурожая и стихийных бедствий. Чудеса продолжались и после. Вторая мировая война принесла огромное разрушение всей Греции, кроме Корфу, и даже огромный снаряд, летевший прямо в храм Спиридона, разорвался в воздухе и не нанес вреда. Самое популярное имя для мальчиков на острове – это Спиридон или Спирос. Неудивительно. Очень много паломников и обычных туристов прилетают на Корфу только ради того, чтобы попасть в это место, где мы сейчас находимся, и поставить свечку за здравие своим близким в храме Святого Спиридона. Нашли кусочек тенечка, очень жарко, невыносимо просто. Мне кажется, у меня эта вся рубашка мокрая. Наверное, погуляем по городу, спустимся еще на один пляж, он здесь тоже недалеко. И к 5 вернемся на лайнер. Покажу вам немного этой атмосферы города. Мам, давай папе. Папе котика, но он уже женское. Я знаю точно, что в следующий раз, когда мы приедем на Корфу, это будет однозначно на машине, паромом из Саранды, скорее всего. И уже объездим нормально весь остров. С папой, да? Я уже знаю, что сейчас будет. О, боже. Сколько он стоит? Очень красивая кукла, да? Очень-очень. У меня дома коллекция тоже негритянских кукол. 65 евро такая кукла, и я ее возьму. Она будет сидеть у меня на полке. Пополняешь вместе с остальными коллекцию? куклами. Да, я не покупала уже лет 10 этих Нет, кукол. последний раз Раньше ты я в Грузии занималась- взяла. Раньше этим занималась, я вам вот здесь вот в уголке этого видео покажу всю коллекцию. Я их собирала с 15 лет. Потом уже не пополняла много лет. Потом дети начали подрастать. Вот, а эту я возьму.
Это не детский сад, не смотрите на меня так, да? Это была реально мечта. Когда мне было 15 лет, я очень хотела. Там еще второй пупсик же. Покажи сейчас. Ну, я достану потом. Ладно, давай уже раз тут достаю, да? Доставай. Я выбирала наряд. Я раньше на Амазоне выбирала этих кукол, я занималась их продажей, выбирала самых редких, бэушных, грязных, отмывала их, приводила в порядок, вот, потом перепродавала. И столько времени уже прошло с того момента. Алисе лишь бы что-то купить. Купили очередную рыбалку, 70-ю по счету за 3 евро. Я с ними больше в магазин не захожу, не могу уже. Здесь рыбалку я показывала, это что? Это мы зашли в магазин Кроксов и взяли 2 джибица, Hello Kitty и Демогоргона. Я вот это вообще не поняла, что это такое. Из очень странных дела. Ты же их потеряешь. Она теряет все, и мы потом ходим по пляжам и ищем. Это вот эти штуки, которые... Сейчас я покажу на своих тапочках. Да, которые на тапочки цеплять. На Корфу насчитывается около 400 православных церквей и монастырей. Самая высокая точка Корфу – это гора Пантократор. С нее видна Албания, а в хорошую погоду даже Италия. Возвращаемся на наш лайнер, потому что Алиса уже ноет, что она хочет кушать, хотя она все съела из наших пакетов. Я с этими кульками. В общем, возвращаемся. А мама наша вообще после пляжа сразу убежала. Да, и мы сегодня потратили здесь около 100 евро. Уйди, Кая, уйди. Палео Фрурио. Старая крепость, вот стоимость входа. Мы сегодня подниматься туда не станем, я вам просто покажу ее со стороны. Первые постройки заложены в 18 веке еще византийцами. Затем крепость достраивалась венецианцами и англичанами. Вокруг крепости вырыт большой ров. Сейчас на территории крепости проводятся различные культурные мероприятия. Сама крепость представляет собой бастион, построенный для защиты острова. В это место мы пришли не просто так. Здесь есть фонтанчики, вид на крепость, вид на бухту и скамеечки в тени. У меня с собой печеные яблоки, они очень липкие и сладкие в глазури. И вот мы нашли этот фонтанчик, потому что малая сейчас поест, и хоть руки можно будет вымыть. Муза почти пришли. С этого ракурса очень красивый вид на крепость открывается и на порт с яхтами. Вот это я понимаю номер у машины. Здесь на набережной можно купить билетик на вот такую пиратскую яхту и провести день в море. 3-й день, покажи. Там детские комнаты. Королева Виктория выходит из порта Киркиры. Empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. Тая собирает морские игрушки с каждой поездки. У меня уже их около 6 или 7. И вот мы решили скроить звезду. И изначально мама была против нее, потому что она думала, что 15 евро это будет прям очень дорого, и что можно где-то в городе найти дешевле. После осьминога сегодняшнего с Корфу, красного за 100 евро, я сказала, иди уже возьми эту звезду за 15 и успокойся, пожалуйста. И не трогай меня. У меня есть карп, черепашка, кальмар, акула и кто-то еще. Искать. А Алиса что только что говорила? Она обиделась, потому что мне сегодня купили джибиц, это Демогоргона и Hello Kitty, и звезду, а ей купили только вот этот вот набор с рыбками, хотя Она сама его хотела и морочила голову. Это самый дешевый был набор, который был, а ей предлагали типа взять кого-нибудь типа получше. Но она первое, что увидела после магазина с куклой, это его, и поэтому захотела его взять. А теперь обижается, что